Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня мое видео будет посвящено моей прекрасной укладке, которую я сделала с помощью стайлера Dyson. Я вам рассказывала о нем, есть отдельный обзор, где я говорю про насадки, как его использую, какие технологии лежат в его основе. А сегодня я хочу показать вам конкретно насадку для создания локонов и вообще поделиться техникой, рассказать, как она держится, как я ее делаю. Поэтому оставайтесь, уверена, что видео будет полезно не только тем, у кого есть стайлер Dyson, но и для тех, кто думает вообще над покупкой. Потому что вы сможете сравнить, да, нравится ли вам этот эффект на волосах, похож ли он на плойку, стоит ли вообще вам покупать. Поэтому оставайтесь и поехали. Первое, что обязательно нужно учесть, когда мы укладываемся на стайлер Dyson, это, конечно же, вымыта ли наша голова. Да, вы можете задаться вопросом перед покупкой, можем ли мы укладывать волосы, когда у нас непосредственно, да, второй день свежести нашей головы, а то и третий. Нет, к сожалению, так не работает. Поэтому первый этап – это идем в ванну, обязательно моем голову, потом мы естественным путем ее просушиваем 10-15 минут и дальше уже приступаем к самому интересному. Важный момент, если у вас в целом укладки плохо держатся на ваших волосах, то прежде чем укладываться на стайлер Dyson, я советую вам отказаться от всех уходовых средств. То есть мы моем голову просто таким скрипящим шампунем, который вымывает все из ваших волос и ни в коем случае не питает. Потому что когда мы используем кондиционер, когда мы используем маску, все очень красиво, естественно и напитано, но, к сожалению, это утягощает наш волос, он больше, да, становится в своем весе, и поэтому укладка держится хуже. Поэтому если у вас есть такая проблема, то сегодня отложите ваши маски, ваши кондиционеры, просто помойте голову шампунем, не используйте уходовые средства, не используйте стайлинговые средства, это поможет сохранить вам укладку. Если у вас волосы, как у меня, боевые товарищи, которые уже повидали многое, и кератиновое выпрямление, и осветление, то есть на наших волосах укладка шикарно держится, поэтому лично я использую и маску, и кондиционер, и стайлинговые средства, и флюиды, то есть перед тем, как я непосредственно начинаю укладываться, у меня такая большая капитальная работа проделана. Будет обязательно отдельное видео, где я все покажу марки, фирмы, продукты, чтобы вам было тоже полезно и интересно. Когда наши волосы подготовлены, они отдали лишнюю влагу, то нам сейчас нужно их досушить. Особенно такое хорошее внимание мы уделяем прикорневой зоне, потому что если она у нас будет недосушена, то и укладка у нас будет с вами опускаться, прикорневого объема будет мало. Поэтому первое, что мы делаем, это буквально 2-3 минуты просушиваем наши волосы вот такой прекрасной насадкой в виде фена. Правда, 3 минуты это прям за глаза. Вам необходимо остановиться до того, как ваши волосы полностью будут сухими, потому что на сухие волосы очень сложно сделать укладку, чтобы она долго держалась. То есть здесь примерно процентов 30 волос должны быть вот такими, мокроватыми. Причем вы увидите, когда мы будем делать укладку, вторая сторона у нас, конечно же, быстрее высохнет, и мы даже можем, да, непосредственно немножко ее увлажнять, чтобы локон действительно лучше схватился на насадку. Следующее, что мы делаем, здесь зависит уже от того, какого эффекта вы хотите достичь, какие у вас волосы. Вы видите, что у меня просто вот кудрявое безумие, которое, конечно же, нужно привести в порядок. То есть мы либо, да, стандартной расческой все это делаем. У меня прекрасная расческа от Angle Teaser, вы знаете уже про них давно, она потрясающе справляется с такими влажными волосами, не травмирует, поэтому я, да, могу причесать либо непосредственно самой расческой, чтобы у нас локон был более красивый и аккуратный, потому что если вот, конечно, это накручивать, у нас будут достаточно такие хаотичные локоны, чего бы нам не хотелось. Либо непосредственно можно, да, использовать нашу вторую насадку, но здесь главное волосы не досушить. Давайте, пожалуй, ее и используем сейчас. То есть я беру насадку без пупырышек, которая подходит конкретно для моего типа волос больше. То есть ту насадку я тоже использую, но это конкретно для менее послушных волос, кучерявых, вот все, что вы сейчас у меня видите. Поэтому мы используем сейчас эту насадочку и чуть-чуть их выпрямим, буквально совсем капельку. Если бы мы с вами в целом выпрямляли волосы этой насадкой, то техника была бы немножко другая. Мы подносили бы ее к корню, вытягивали и протягивали. И так делали бы с каждой прядью. Так как у меня нет сейчас цели выпрямить волосы, я просто хотела, чтобы они менее хаотично смотрелись на голове, и мне было проще накручивать кудри, то я вот достаточно такой простой техникой это сделала. Эту сторону я немножко оставляю более влажной. Вы видите, что она менее просушена, потому что с ней мы будем работать позднее, и нам главное, чтобы эта влага сохранилась. Честно говоря, я бы даже чуть-чуть еще использовала здесь
какие-то, да, увлажняющие средства. Удобный способ, вы можете в распылитель, да, добавить воду и сбрызгивать, потому что когда я была в корнере Dyson, они конкретно так и делали. У меня его нету, я не подготовилась, я двоечник, поэтому я просто набрала водичку, которой мы сейчас с вами немножечко увлажним волосы, конкретно в той области, в которой мы будем делать с вами кудри. Ну что, я думаю, сейчас самое время, чтобы сделать невероятно красивые локоны на насадки, которые у нас идут в комплекте. Как я уже рассказывала в обзоре, комплектация у нас бывает двух видов. То есть это либо стандартная комплектация, в которой у нас насадочки для менее длинных волос. Что здесь нужно учитывать? Первое, конечно же, длину ваших волос, густоту, потому что у меня густые волосы, и мне просто банально сложно с ними работать, потому что меньше волос накручивается на саму поверхность насадки. И третье, конечно же, какого эффекта в целом вы хотите достичь, потому что здесь, как мы видим, конус шире, а это значит, что это больше история про объем, это больше история про какую-то голливудскую историю, да, то есть голливудские локоны, объемные такие красивые волосы, пляжные локоны, вот как их только не называют, то есть это не супер долговечная история, то есть да, это будет красиво в первые пару часов, потом это будет все распадаться, и у вас к концу дня останутся уже просто объемные волосы, но тем не менее тоже очень красиво, особенно если у вас каре, да, все это смотрится очень структурированно и объемно. И вторая комплектация, которая непосредственно у меня, это для длинных волос, и вы видите, что у нас насадки, они разные. То есть они разные, то что здесь и подлиннее насадочка, и она меньше по своему диаметру. Это говорит о том, что локоны у нас будут более структурированные, то есть это больше такие выраженные кучеряхи, скажем так. То есть это будут кучеряшки, которые будут у нас достаточно долго держаться на наших волосах, поэтому если у вас все очень быстро распадается, первое, как мы уже сказали, мы используем минимальное количество средств, укладочных и остальных средств при мытье головы, потому что это все утяжеляет волос, и он у нас, соответственно, под весом своих волос, да, начинает вот так опадать, и локон пропадает. И непосредственно используем вот диаметр вот такой, потому что, поверьте, очень много, кто из моих друзей тоже приобрел себе Dyson, все говорят, что вот на эти насадки у них больше держится локон. Особенно, конечно, если у вас очень длинные волосы. Поэтому используем эти насадочки. И давайте с вами вообще вспомним, освежим в памяти или вообще узнаем, если вы еще не знаете, что значит вот эти стрелочки, почему их две. Все просто. Мы с вами становимся к зеркалу. Вот у меня тоже сейчас непосредственно передо мной зеркало. И зависит от того, какую сторону мы накручиваем. То есть, допустим, сейчас нам нужно накрутить с вами эту сторону. Мы берем насадку и смотрим, куда смотрит стрелочка. То есть у меня сейчас стрелочка смотрит в сторону непосредственно той стороны, которую я буду накручивать. И это значит, что локон будет накручиваться в противоположную от лица сторону. А это нам, собственно, и нужно. Потому что когда локоны у нас вовнутрь, ты немножко такой грустный Пьеро. Нам этого не хотелось бы, поэтому еще раз вот так проверяем, смотрим, ага, все правильно, и приступаем. Первое, что мы делаем, мы берем прядочку, да, буквально с затылка. Лучше ее прочесать расческой, потому что тогда она будет у нас более аккуратно смотреться, не будут волосы у нас в разные стороны лезть. И подносим уже к ней непосредственно нашу прекрасную машину. Ну что, смотрите, какой у нас структурированный, красивый локон, как у короля Людвига получился. Тоже, если у вас достаточно плохо держится укладка, то это можно сделать каким-то определенным, да, зажимом. Мы это, то есть, вот так вот подносим, закрепляем, и когда только полностью у нас непосредственно остынет весь локон, мы это отпускаем. Так как у меня все достаточно хорошо держится, и в целом я не хочу, вот как Людовик какой-нибудь, пойти сегодня на вечер, поэтому я оставлю это все в таком виде. Я уверена, что все это прекрасно продержится. Забыла вам рассказать о механике вообще, что мы делаем, для чего эти кнопочки и каким образом мы должны работать со стайлером. То есть мы подносим, да, непосредственно стайлер к пряди. Вы видели, что он буквально сам окручивает, да, эту насадку и закручивается. То есть все очень легко. Если вы понимаете, что у вас поток воздуха в другую сторону, вы с другой стороны поднесите, то здесь как бы все просто, вы интуитивно понимаете, как поднести стайлер к вашим волосам, чтобы он непосредственно вот сделал такую прекрасную красоту на ваших локонах. Порядка там 8 секунд держите сначала горячей температуры воздуха, потом, когда вы поднимаете вот так кнопочку, вот так вот, начинается холодный воздух. То есть, когда у вас уже включен стайлер, вы непосредственно еще выше задираете эту кнопочку, и начинает идти холодный воздух. Он нужен для того, чтобы охладить наш локон, и чтобы он у нас не сразу, да, распустился, когда мы его отпустили. Собственно, это, да, такая замена тому, что если бы я сейчас сделала бы в 1000 заколочек. Давайте приступим дальше и пойдем к следующей прядке.
Когда мы уже переходим, да, к передней части наших волос, то первое, что я делаю, это я немножко отделяю вот эту челочную зону, потому что мы ее будем накручивать наверх, чтобы у нас все-таки, да, так объемно легли локоны. И второе, что вот эти истории я не распускаю. Пусть вот они вот так буквально держатся, потому что они у нас лучше сформируются и потом красиво вот так лягут, потому что нам еще с вами, ой, как долго все это накручивать. Я дополнительно сейчас еще увлажнила наши волосы. Как я сказала, пожалуйста, не пренебрегайте этим этапом. Это действительно очень важно. Даже когда я была у стилиста Dyson, мне делали просто невероятно красивую, потрясающую прическу. Перед каждым локоном, перед каждой прядью мне хорошенько так ее обрабатывали, сбрызгивали водой, потому что просто локон не захватывался. Волосы тяжелые, я подношу так, я подношу сяк, я подношу в начале, я подношу в конце, и просто он не берется. Поэтому если вы тоже, да, вот заметили, что у вас почему-то волос не захватывается, увлажните. И я уверена, что все изменится, сразу все как по маслу пойдет. Так, давайте теперь перейдем к этой стороне. Как я уже сказала, мы теперь берем другую насадочку. И вот моя вторая насадка. Смотрим, она у нас в зеркале отражается в ту сторону, значит, будет от лица локон. Это нам подходит, поэтому берем ее. Переходим к самому интересному, это к челке. Я ее немножечко тоже подмочила, чтобы она у нас лучше накручивалась. Сейчас будет сложно, потому что руки нужно держать наверху, но буквально несколько прядочек мы с вами возьмем, поэтому я думаю, мы переживем это. Так же, как и предыдущую прядочку, я ее не распускаю, чтобы она вот так вот подсохла. И вторую прядь сейчас сделаем такую же. Ну что, Елизавета Петровна готова к званому ужину. Ну, конечно же, мы сейчас с вами все это распустим. Сейчас пусть немножечко, чуть-чуть сфиксируется. И тогда можно будет все это распускать. Потрясающе, мне кажется, симпатично выглядишь с этой прекрасной челочкой. Пишите в комментариях, хотели бы вы такую челку. Можете прям к своему парикмахеру прийти и сказать: смотрите, мне вот как у известной Дашки Лебедевой. Прям вот, мне кажется, вам точно сделают и не остановят. Вот, то есть здесь зависит от того, какой эффект вы любите. Мы с вами, конечно, сейчас будем это все распускать, потому что, ну, я с такими прям явными кудрями уже давно никуда не ходила. Мне кажется, только, я не знаю, когда мне лет 15 исполнилось, я ночью спала на вот этих тряпочках, и тогда, мне кажется, такие кудри, наверное, были бы просто на вес золота. Сейчас я люблю более естественный эффект. Так, я думаю, что сейчас у нас уже все относительно подсохло, и мы начинаем немножечко эту историю распускать. Я, конечно, недавно сделала каскад, поэтому у меня вот эта верхняя шапка из волос достаточно короткая, поэтому у меня все такими водопадами спадает. Выгляжу просто, по-моему, как милашка Сью. Не знаю, пишите ваши комментарии. Можно оставить так, если вы идете, я не знаю, реально на какую-то вечеринку, вы можете, да, здесь какой-то заколкой это все зацепить, вы можете сделать красную помаду и будете выглядеть, мне кажется, просто на $1 000 000. Либо непосредственно, если вы просто идете на ужин, выпить кофе, там, пообщаться с друзьями, то можно это все еще менее сделать агрессивным. Например, вот такой расчесочкой. Я знаю, что такая расческа есть у Dyson, просто потрясающая. Мне как раз ею причесывал стилист, мне очень понравилось, но достаточно дорогая, по-моему, около 3-4 тысяч рублей, поэтому я пока на нее не накопила. И я просто приобрела тут же, меня уложили в Dyson, и я пошла в Литвале, купила что-то подешевле, но похожее, да. То есть это вот такой гребешок должен быть достаточно широким пространством между зубчиками. Это был самый широкий, который я нашла, но я думаю, что на Алиэкспресс можно найти что-то похожее. Я сейчас не призываю вас покупать фейки расчесок, я просто говорю о том, что, да, вот расческа должна быть непосредственно такими широкими зубчиками, тогда у нас локон не будет полностью расформирован. То есть что мы делаем? Мы просто все это аккуратно прочесываем и задаем волосам направление, которое вам нравится. То есть можно, да, там полностью как-то этот локон вот вернуть. Видите, мы чем больше так делаем, он больше опять завивается. Расчесываем, он уже, да, как-то поспокойнее. То есть здесь вы задаете, ну, буквально сами настроение вашему локону. Мы с вами не делали фиксацию, то есть тут ни лака, ни спрея, и я вот их расчесываю, и ничего с ними не происходит. Они как были кучерявые, так и остались. Это говорит о том, что вот у меня такие волосы будут, ну, теперь 2 дня. Я не буду вообще не делать никакую фиксацию, потому что мне не нравится ощущение лака. Я думаю, что я останусь прям так, потому что волосы очень
послушные, вы можете, да, непосредственно перекинуть эту верхнюю прядь, вы можете ее оставить, можете сделать там, не знаю, абсолютно любой пробор, который вам нравится. Мне с каскадом нравится вот такая история. Он сейчас опадет, конечно же, этот объем, потому что он сейчас слишком, мне кажется, такой слишком карикатурный, но все это осядет и будет прям очень красиво, особенно через пару часов будет прям очень красивая такая укладочка, которая будет украшать вас весь вечер. Ну что, друзья, наше видео подходит к концу, значит, нам пора прощаться. Мы завершили нашу прекрасную укладку. Напишите, пожалуйста, как она вам, стоит ли игра свеч, и вообще, захотелось ли вам приобрести Dyson, или вы считаете, что на плойку можно достичь такого же эффекта. Очень интересно подискутировать с вами в комментариях. Мне кажется, что такая укладка, она украшает, поднимает буквально настроение, поэтому я, конечно, стараюсь укладываться не только когда у меня вечер или какое-то событие, но и в целом, когда есть время, потому что это прям, невероятно освежает образ и делает тебя просто каким-то очень-очень-очень счастливым человеком. Как я уже сказала, укладка у меня держится 2 дня, а то и 3, зависит от того, когда я мою голову, и я не использую фиксирующие средства вообще. То есть сейчас у меня на волосах нет ни лака, нет ни солевого спрея, ничего. То есть просто мои волосы, которые уложены в нужном направлении. Можно, конечно, задача направления абсолютно разная, да, можно и челочку положить в одну сторону, и во вторую, либо непосредственно сделать тут красивый хвостик, либо сделать вот так, то есть все зависит уже от того, как вам больше нравится. Спасибо, что смотрели это видео до конца, надеюсь, что оно было вам полезно. Делитесь тем, как у вас получилась укладка, если вы делали по моему туториалу, буду очень рада посмотреть, с вами порадоваться за то, как вы потрясающе выглядите. Надеюсь, что вы подписались на канал, написали комментарий, оставили лайк и вот все, что я обычно прошу, что это очень-очень сильно мне помогает. Новое видео будет совсем скоро, не расстраивайтесь и до новых встреч!